В предыдущих выпусках мы покончили с кабиной, остеклением, креслом, подготовили стойки с шасси и всю мелочевку ниш. Собрали и загрунтовали фюзеляж. Если вы с нами не с самого начала, то посмотрите сначала их. Сегодня же мы с вами покрасим камуфляж и сделаем это интересно. Ведь Temp Models в эфире, а у нас по-другому не бывает. Поехали! Выполняйте левую 10-минутную коробочку с рабочей 90, 270. Ленточка для переска. Сначала надо определиться, что мы хотим получить. И тут две крайности. Нулевый истребитель только с капиталки или конвейера. Это красиво в целом, но с точки зрения нашего хобби скучновато. Или только расконсервированный. Это капец как интересно, но внешка самолета при этом сильно на любителя. Так что ищем середину. Нужен вариант, у которого еще читается камуфляж, как тут. Но при этом износ поверхности приближается к такому. Носовая часть, на мой вкус, тут сильно не ухожена, но в целом борт смотрится интересно, особенно с этого ракурса. Будет куда руки приложить. А вот выцветание поверхности на пятнах камуфляжа нужно вот прям как тут. Между крыльями, как на этом фото. А бывает вообще так, но мне такой не по вкусу, надо полайтовей. Брюхо самолета буду красить с этих двух сочнейших референсов, и забегая вперед, я по ним и вейзеринг сделаю. Подытоживая, я хочу получить борт, который полетал изрядно и уже ближе к капитальному ремонту, а не к конвейеру. Начинаем, и первым делом я наношу металл под механизацией. Хочу немножко экспериментов с чиппингом. Мне нужна четкая текстура выгорания и интересно, как в этом могут помочь жишки. Пятна камуфляжа размечаю, сверяясь с рисунком расшивки и стыков. Сначала карандашом, который с глянцевого грунта легко стирается ластиком, если что-то пошло не так. Но карандаш читается плохо. Поэтому обвожу финальный контур линером. Он стирается пальцем, если не просох, но может дать грязьку и разводы. Поэтому я сначала карандашиком. Сперва для верха я взял белый от Тамии. По наивности подумал, что с хорошим аэром эта побелка будет себя лучше вести. Ага, как же. Самый ненавистный мной цвет. Я так и не научился им работать. Еще пробую трафареты для создания подложки. Мне интересно, насколько они вообще способны упростить работу. Могут и очень даже. Можно создать отличную текстуру только ими. Быстро и ненапряжно, особенно на плоских поверхностях. От старых привычек тяжело избавиться. Впрочем, тут трафареты все равно ускоряют работу. И даже когда рисунок уже нанесен, ими сверху удобно добавлять немного акцентов и хаоса в текстуру. А теперь эксперимент. Берем воду и смотрим, чем нам вообще жишки для чиппинга способны помочь. Ну и не могу сказать, что это способ какой-то кардинально крутой. Да, текстура становится более четкой и хаотичной, но есть минус. То, что я не поднял водой, потом слезется красочными масками в неожиданных местах. Не уверен, что этот способ войдет в мой арсенал, а вы пишите свое мнение в комментариях. А я тем временем трафаретами добавил хаоса и теперь аэрографом насыщаю текстуру с черно-белого рисунка до серо-белого, потому что у моего самолета очень светлые оттенки камуфляжа и мне не нужен сильный контраст на поверхности. Контрастной я бы ее оставил, делая я какой-нибудь, не знаю, американский палубник, допустим. Вы, наверное, начинаете догадываться, что у меня пунктик на гладкость поверхности краски, так что я тут прохожусь мелкозернистым абразивом. А еще, как видите, контраст я свел практически к минимуму. Но кое-где все же страхуюсь, возвращая его. Это панели крепления консоли крыла, тут часто аккумулируется как-то очень много потеков ГСМ, судя по фоткам. А еще хорошо выделяются панели на хребтине самолета. На оперении и нижних поверхностях я использовал уже ганзовский белый цвет, потому что побелка от Тамии меня в конец доконала. Крайне рекомендую использовать ганзу, с ней процесс пошел быстрее, проще и аккуратнее. Белый цвет от Тамии должен быть предан анафеме. Это мое глубокое убеждение, если хотите.
Если что, у моего аэрографа сопла 0.15. Тут, конечно, на нижних поверхностях много рельефа, часто неудобного, и трафаретом орудовать уже не так просто, как сверху. И я уделяю больше внимания именно панелям. А потом тоже свожу контраст к минимуму. Но тут мне очень нравится, как у меня получилось сымитировать потеки уже на этапе пришейдинга. Теперь добавлю чутка проглядывающего грунта и грязи на обтекатель антенны. Будет не так грязно, как на фото, но чуть желтоватым просвечивать будет. И хочу, чтобы на брюхе через износ краски проглядывала желтизна грунта. Опять же, не так сильно, как на фото, но читаемо и интересно. Стараюсь не переборщить и наношу совсем слегка. Потом, потому что если положить голубого оттенка, переборщив желтизны, получу в итоге зеленую фигню, а не цвет. Так будет вполне достаточно. Теперь настало время наносить камуфляж. ГВХ предлагает смешать оттенки из красок C-серии. Мой опыт говорит мне однозначно, мешать цвета – это крайне неблагодарное дело, особенно по инструкции. Вопрос решается легко одним набором, ну и двумя дополнительными цветами, которые в него не вошли. Мне тут стало интересно, чем отличаются цвета Су-27 от современных схем окраски в ВКС, и, судя по всему, современные цвета чуть темнее и насыщеннее. А вот тут возник вопрос, с желтой каймой на крышке это краска из свежих партий? С такой подложкой основной оттенок наносится крайне управляемо. Для полного насыщения потребуется несколько проходов, и вы легко выберете ту степень износа и проявки текстуры, которую хотите. Причем даже с таким контрастом я вижу, что текстура за тормозным щитком, пожалуй, излишне резкая. Далее серые пятна. Я выбираю порядок нанесения камуфляжа по степени насыщенности оттенка. Светло-голубой базовый легче всего перекрыть светло-серым, а светло-серый голубым. Если же сначала нанести пятна, а потом светло-голубым базу, то на контурах пятен вы можете получить слишком сильное перенасыщение светло-голубого и усложнить себе жизнь выравниванием цвета. Мой аэрограф позволяет мне работать от руки и получить несильные размытые контуры пятен, которые на расстоянии выглядят практически четкими, будто делались масками, прям как на фотках. А будь у меня скилл похуже, или аэрограф, или сопло крупнее, я бы, пожалуй, предпочел катать колбаски из блютака и выкладывать ими контур камуфляжа. Лучше, конечно, завести в арсенале аэрограф с соплом потоньше. Вообще я подметил, что топовые мастера могут работать с 3 аэрографами одновременно, и это нормальная практика. Итак, второй этап позади. Расшивка люков на крыльев настолько четкая, что кажется, будто уже нанесена смывка. Придется ей даже и приглушать эти линии. Стратового пришейдинга черными полосами по каждой линии панели мы тоже избежали. Что-то подобное есть только на лючках, где оно и уместно. Краска выглядит неоднородно, уже есть намек на погодинг. Надо только подправить кое-где контуры пятен.
Но в базовый голубой при этом лучше добавить каплю белого, чтобы не получить перенасыщение. Следующий этап. Усиливаем погодинг постшейдингом. Для этого у нас все на руках уже есть. Например, для голубых пятен оттенок выгорания и загрязнения я получаю, добавляя к голубому цвету пару капель смеси из белого и светло-серого. Оба есть в наборе. Наношу дополнительный эффект, не трогая линии панелей, и заполняю не все пятно камуфляжа, а подсвечиваю лишь отдельные места на более горизонтальных участках. Ну и лючки, естественно. Рассматривая разные фотки, я заподозрил, что у меня на носу должно быть серое пятно. Начал искать фотки моего борта усерднее, и мне помогли, скинув эту, по которой я убедился в своей правоте. Так что быстро исправляю этот момент и тут же делаю выгорание, примешивая к светло-серому каплю все того же радиопрозрачно-белого. Зацените, опять на меня пялится та самая утяжина, а я все еще думаю, что так оно и нужно. С базовым голубым чуть интереснее. Во-первых, я сначала примешиваю радиопрозрачный белый к светло-голубому, и сверху делаю выгорание еле-еле и лишь местами. И в основном в этом районе приглушаю текстуру, показавшуюся мне излишне резкой. А еще подсвечиваю различные лючки техобслуживания. Далее смешиваю светло-голубой и голубой оттенки и начинаю наносить влагу от конденсата. Мы с командой называем это просто запотеванием. Природа этого эффекта хорошо понятна по этим фоткам. Еще хороший референс для верхних поверхностей фюзеляжа, тут и потение, и выгорание. Если бы мне было сложно нанести такой эффект аэрографом, я бы использовал для этого масло подходящего оттенка. Насколько это может быть легко, я покажу в серии про везеринг. Базовым светло-голубым оттенком корректирую форму потеков, убирая излишки и придавая больше натуральности контурам влаги. Да, вижу, недостаточно жестко закрутил голову с соплом. А если к смеси для имитации конденсата добавить каплю базового светло-голубого, то, корректируя форму потеков, можно получить красивый градиент намокания поверхности.
Но снизу основную работу с этим эффектом сделают, конечно, трафареты. Мне нравится этот эффект на вот этой фотографии. Это старый борт Витязей. И у него на брюхе другой оттенок голубого, но сути эффекта это не меняет. А потом неудачные пятна от трафарита убираю с помощью смеси светло-голубого и белого. Маски со скруглением делаю таким методом. И наконец-то использую радиопрозрачный белый по его прямому назначению. Тут в основании белого грязно от клепки, поэтому просто оставляю больше подложки. Радиопрозрачный зеленый на антенне киля тоже делаю неоднородным. А это когда лень что-то вырезать по трафаретам. И, наконец, финалю покраску глянцевым лаком. Вижу, что блик поверхности мне нравится, не зря губками шлифовальными наяривал. На такую поверхность и декали проще и красивее лягут, варятся будто накрашенные, и смывка легче пройдет, и грязи будет меньше, хотя шлифануть 4000 губкой все же не лишнее. Ништяк. Кстати, потение конденсат на других пятнах камуфляжа делал высветлением. Петли красил АК Extreme Metal сталь, но тут еще не полностью. Учитывайте, работая над текстурой, что финальный полуглянец и глянец, который сейчас, немного съедят текстуру, чтобы для вас это не было неожиданностью. Ну что, поставленных целей сегодня мы добились, с фотореференсами поработали отлично, и как всегда пишите свое мнение в комментариях. Финальный панельный эффект выглядит мягко и не грубо, и не ворвиглазно, как если бы мы каждую расшивку выделили черными линиями краски на пришейдинге. Не надо так. Еще не все мелкие антенки выкрашены, но в следующих сериях мы этот вопрос закроем. На брюхе добились приятной желтизны проглядывающего грунта. Не сильно, но эффектно.
Панельный эффект тут чуточку сильнее, но опять же я не переборщил. А вы пишите в комментариях, так ли это. А еще мне очень по душе эффект выгорания и потения нижних поверхностей. Трафареты тут просто must have. Процесс покраски камуфляжа окончен. Если вам понравился результат и вы почерпнули что-то полезное и интересное для себя, не забудьте ответить нам взаимностью и влепить видосу лайк. Так мы видим, что нужно продолжать и стараться. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить, как в следующей серии мы будем красить жаропрочные капоты двигателей. Ох, вот уж где будет о чем поговорить. И дополнительно пробежимся по всему металлу на самолете. Пушка, стабы, мелкие панельки и антенны. Фотоверсию работы с жаропрочками скомпилируем в группе в ВК, так что не забудьте и туда вступить. Там такого вообще много, так что вливайтесь в нашу тусовку фланкерофилов. Ну а в видео увидимся с вами уже совсем скоро. Покеда!